Всем привет! Сегодня мы поговорим про инвестиции в недвижимость по всему миру. С каким чеком можно инвестировать, в какие страны, плюсы и минусы по каждому из направлений. Вячеслав, рад тебя видеть. Да, на приветствую. ты, на вы? Да, на ты, На конечно. Два слова, чтобы люди понимали, кто ты, да, короткое интро. Интро и результаты в плане бизнеса. Окей. Вячеслав Фоменко меня зовут, компания Hyatt Estate, я учредитель агентства зарубежной недвижимости и девелопера Hyatt Estate. Соответственно, занимаюсь этим с 2012 года. 12 лет уже компании в этом году будет. До этого еще 5 лет занимался инвестициями в недвижимость в Украине. Инвестировал там в Донецкой области, откуда я родом, потом в Черниговской области, там в Киеве. И, собственно, в 2012 году пришел к инвестициям в Турцию. И, соответственно, в 2012 году открыл компанию по продаже недвижимости в Турции, агентство недвижимости. Дальше я расширял географию, начал продавать после Турции, начал продавать Испанию, потом Таиланд, Болгарию. Скажем, обзавелся представительствами в этих странах. Открыли офисы мы. У нас есть офис в Украине, в Киеве, есть 2 офиса в Турции, есть офис в Казахстане, в Алматы. Ну, это наши основные покупатели, скажем, украинцы в первую очередь, там больше 70%, и казахи на втором месте. В последнее время выходим на англоязычную аудиторию активно. И основные направления бизнеса — это, вот, как я сказал, агентство недвижимости. Мы на данный момент работаем по недвижимости порядка 20 стран. Это многие европейские страны, плюс Турция, Кипр, Таиланд, Бали, Дубай. И также мы занимаемся девелопментом. То есть на данный момент у нас на разных стадиях реализации 9 проектов в Турции, 4 мы уже закончили, построили, 3 сейчас в стадии строительства, еще 2 в стадии, скажем, реализации, согласования проектов. И в этом году купили землю, начинаем еще строительство на Кипре. Плюс планируем еще выходить со строительством еще на Бали. И вы сами эти проекты реализовываете, или это как-то ко-инвестинг какой-то? То есть, условно, вы вот там на Кипре строитесь, как эта конструкция выглядит? Конструкция, можем об этом дальше там более подробно. В 2 словах, потому что, знаешь, люди иногда говорят, я строю там, я строю сям, в итоге оказывается, что он бизнес-план написал, а как бы деньги одни дали, строят третий. Да, я понимаю. Я знаю, что, скорее всего, твой вариант — это как раз твердый вариант какой-то, что вы в контексте находитесь. Да, смотри, мы, на самом деле, вот во всех проектах у нас не то, что во всех проектах разная роль, но разные немного конфигурации. То есть есть проекты, которые мы профинансировали, там, к примеру, покупку земли, дальше совместно с подрядчиком, там, застройщиком 50/50 профинансировали само строительство. То есть у нас, почти во всех проектах у нас есть какие-то партнерства. Либо это партнерство с инвесторами, которые там вошли деньгами, и, собственно, мы не вкладываем в проекты 100% своих денег, мы заходим обычно в проект там, на 20%, на 30%, там, иногда больше, и на остальную сумму проекта привлекаем инвесторов. За счет этого мы можем строить, во-первых, больше проектов одновременно, потому что ты можешь, грубо говоря, или там, обладая определенной суммой, ты можешь зайти в один проект и профинансировать его, или ты можешь зайти в 4 проекта по 25%. И риски диверсифицировать для себя тоже, да? Да, мы выбираем вторую модель, потому что, во-первых, мы, как агентство недвижимости, также нам интереснее продавать больше своих проектов. Во-вторых, к нам постоянно приходят инвесторы, и нам интересно им что-то предложить, такое рыночное, интересное, чтобы они как бы с нами оставались. И это, в принципе, срабатывает, потому что у нас есть инвесторы, которые там в 3-4 проекта с нами инвестировали совместно. Ну и, в принципе, мы не обладаем там всеми компетенциями, скажем, и понимаем, какие у нас сильные компетенции, какие слабые. Соответственно, мы реализовываем проекты с местными, локальными, сильными игроками. То есть у нас в Турции, к примеру, 4 разных подрядчика генеральных, с которыми мы как бы реализовывали эти проекты. И мы уже смотрим, как бы, с кем нам там комфортно, с кем хуже, с кем лучше, кто там лучше выполняет свои обязательства, и идем с ними дальше там в следующие проекты. Поэтому вот, отвечая на твой вопрос, разные, получается, конфигурации. Есть у нас и стройки, где мы сами выступили генеральным подрядчиком. То есть мы с этого, в принципе, начинали, там наступили на определенные грабли, положили эту модель в сторону. Отдельный бизнес, да? Да. Которым надо заниматься. Положили ее в сторону, потом попробовали вот конфигурацию, где мы берем локального местного подрядчика, и он строит, а мы только инвестируем, там, помогаем привлечь деньги, там, инвестиции, продаем, да-да-да. И вот сейчас мы опять пришли к тому, чтобы, как бы на маленьких проектах сейчас это оттестируем, там, генеральным подрядчиком сами опять выступаем, как бы выделяем отдельно свой девелопмент,
Ну, в общем, вот, знаешь, как бы это поиск идеальной конфигурации. То есть как агентство у нас уже все понятно, мы уже как бы 12 лет на рынке, как девелопер мы моложе. То есть еще как бы нарабатываем правильные варианты. Ну, в принципе, уже есть несколько реализованных проектов. Класс, продано. Мы решили записать такой подкаст, да, сегодня с тобой, чтобы расширить границы людей. Есть тема космополита, мы сегодня ее обсудим, очень интересная для меня в том числе. И есть тема текущих нарративов, куда люди, украинцы, там, белорусы переезжают, почему, куда поляки переезжают. Поэтому заденем немножко такую геополитическую ситуацию. Хочу начать с поста. Поехали. Поляки масово скупляють нерухомість в Іспанії за готівку. За попередній рік було куплено в 2 рази більше нерухомості, за той рік в 2 рази більше, ніж за попередній. Основні причини – це безпека. Багато людей прямо говорять, що бояться загрози з боку Росії та потенційного збройного конфлікту на території Польщі. Ну, в сенсі, що багато поляків про це говорять. Бажання повністю змінити місце проживання. Поляки кидають все, продають майно в Польщі і переїжджають родинами до Іспанії. У більшості це IT-спеціалісти. І останнє – високі ціни на нерухомість в Польщі. Ціни на квартири та будинки за попередній рік виросли більше, ніж на 10% в Польщі. І, наприклад, у Кракові вони виросли на 25%. Для Польщі, ну, ти як в контексті знаходишься, это много, прям на 25% в Кракове выросло. Это вау, это много. Ваше мнение? Что происходит? Почему так происходит? Что происходит с поляками? Ну, а потом перенесемся еще на украинцев. Окей. Да, это статистика. Статистика такая есть, мы тоже изучаем. Мы как бы больше в контексте, скажем, украинцев и там казахов, нашей основной аудитории. Ну, как бы по Польше тоже могу сказать, что сталкивался с этой информацией. Даже конкретные цифры смотрел, что больше 3% покупателей недвижимости в Испании — это поляки. Это, в принципе, довольно много. То есть 3% испанской недвижимости поляки. Причем в позапрошлом году это было там 1,8%. Там в прошлом это уже там было 3,2 или 3,3. Ну, то есть, да, в 2 раза выросла их доля. Почему это происходит? Ну, во-первых, это психологическая составляющая, то есть действительно многие переживают и опасаются интервенции со стороны России, то, что будут залетать ракеты на территорию, ну, как бы, честно сказать, с моей точки зрения, ну, если уже бояться прям прямых военных действий на территории Польши, то я не совсем понимаю, чем безопаснее Испания. То есть, как бы это... Ну, они же мыслят типа логически, страны НАТО, пока там дойдут сюда, там, типа, танки пока заедут. Не хочется говорить о грустном, но если вспомнить там Вторую мировую войну, то как бы это очень быстро, эта дистанция преодолевается. При желании, да? Да, и поэтому... Ресурсы. Ну, я думаю, что это супер малореальный сценарий. Ну, как бы если уже, скажем так, действовать по стратегии диверсификации, вот такого ухода от военного сценария, то нужно идти куда-нибудь дальше. Там, не знаю, покупать недвижимость, там, Канады, Австралии, там, еще чего-нибудь. У нас даже, ну, у нас есть такая, ну, не сильно большая, но есть такая целевая аудитория среди наших клиентов, которые вот диверсифицируются, сильно диверсифицируются географически именно с точки зрения вот форс-мажоров таких там военных, там, эпидемиологических, как коронавирус, там, еще что-то. Вот есть, я знаю так лично, несколько таких у нас клиентов, которые вот они прям жестко разбрасываются там по миру. У него есть недвижимость в Азии, там, к примеру, там Бали, Таиланд. Он купил недвижимость в Майами, он купил недвижимость там в Португалии, и вот он как бы диверсифицируется. Я понимаю, что у него основная мотивация, основная причина — это не инвестиции, а именно вот диверсификация риска. То есть иметь как бы недвижимость в разных частях земного шара, чтобы, если что, поехать туда, где там безопаснее и, ну, там, где ему там комфортнее сейчас находиться. Я думаю, что вот такая же у многих поляков мотивация, что они считают Испанию намного более комфортной. Ну, плюс Испания всегда была популярной среди поляков за счет того, что, в принципе, не только среди поляков, в принципе, в Европе она очень популярна. То есть там очень много бельгийцев, голландцев, англичан, скандинавов. То есть так или иначе все едут в Испанию, там относительно дешевая недвижимость, относительно этих стран. То есть в сравнении с Швецией там в 3 раза дешевле в Испании.
Ну, поляки, в принципе, тоже следуют этому тренду, тоже едут и покупают Испанию. Окей. Что по украинцам и по польскому рынку, по вашим там наблюдениям? Какие сейчас нарративы ты видишь, да, у людей? Украинцы остаются в Польше, украинцы тоже покупают недвижимость в Испании, либо переезжают на арендную недвижимость в Валенсию, потому что много кто даже из нашей обучающей программы, да, к которой мы проходим, живет прям в Валенсии и уехал от грустного, темной Варшавы. Вопрос, да, сформулирую. Куда едут украинцы, где они покупают сейчас недвижимость? Мне почему-то кажется, что за последние полгода-год как-то меняются нарративы, и вот что-то происходит, и, может быть, ты поможешь в этом разобраться. Ну, смотри, на мой взгляд, Польша, она, большой процент людей, для которых она явилась таким перевалочным пунктом, то есть потому что в нее было проще всего выехать, и там те, кто выехал в 22 году, кто-то какое-то время там посидел, побыл и поехал дальше, да, то есть все как бы в поисках лучшей жизни. Среди моих знакомых есть люди, которые там за это время сменили 3, 4, 5 стран за последние 2 года, там пожил здесь, ну и в принципе Польша для многих была вот первым этим местом, да, то есть выехали сразу через границу, все, Польша, отлично, остаюсь. Точно так же я знаю там многих, кто там остался там сначала в Молдове или там в Болгарии, ну, короче так, чтобы рядом, типа, чтобы далеко не ехать, да. Но, в принципе, зачастую поехали дальше. Ну, в Польше при этом, ну, на мой взгляд, наверное, сейчас самая обширная украинская диаспора вот в Польше и в Германии, пожалуй. Германия в этом плане немного выигрывает тем, что больше дает социальных там льгот по-прежнему, хотя уже как бы не все регионы Германии. Вот у меня, к примеру, там недавно знакомый выехал туда, и в Восточной Германии ему как бы совсем не понравились условия, там все было плохо, условно. Когда он доехал там до Западной, Северо-Запад, там уже возле границы с Голландией, там уже совсем другие условия там для украинцев, для беженцев. Ему уже там предоставили и жилье, там, и другие преференции, хотя вот в Восточной Германии ему там ничего условно не давали. Поэтому я думаю, что Польша, Германия — это вот те страны, которые сейчас самые наполненные украинцами, и для многих это важно, вот комьюнити, там большое количество наших, поэтому, ну, в Польше многие остаются. Хорошо, Космополит. Отлично, вы досмотрели до этого момента, значит, вам действительно интересен бизнес в Польше. Поддержите нас, поставьте лайк этому видео, напишите комментарий и подпишитесь на наш канал. А если вы реально настроены делать бизнес в Польше, то мы можем вам в этом помочь. Во-первых, в формате обучения у нас есть классный обучающий продукт по старту и ведению бизнеса в Польше. Во-вторых, консультацией. И в-третьих, услугами. Регистрация компании, ИП и налаживание бизнес-процессов. Внизу под видео вы найдете все ссылки и продолжаем смотреть выпуск. Расскажи, что это за слово, да, как это работает, что это такое? У меня первая ассоциация была с Космополитом сразу. С журналом или все. Да, вон пацаны даже говорят. Слушай, я сейчас поймался на мысли, что я не дам тебе какую-то правильную дефиницию, поэтому так, своими словами. Своими словами? Что это? Космополит — это человек, который, ну, скажем, в двух словах, это человек мира. То есть человек, который не ограничивает себя границами своей страны во всех смыслах. То есть он инвестирует там в разные страны, он без проблем там пересекает границы, приезжает в разные страны. Соответственно, у него вопрос как-то решен еще с пересечением, да, там какие-то карты по быту. Короче, ВНЖ какие-то, наверное, есть, паспорта. Ну, это как одно, скажем так, как одна из составляющих. Это другая немножко история, там могу тоже чуть больше там потом рассказать. Там есть такая теория флагов, когда человек разные страны решают его разные проблемы. То есть одну страну он выбирает для того, чтобы там покупать недвижимость для сдачи в аренду, вторую страну он выбирает для того, чтобы там получить в ней паспорт, например, там, или вид на жительство. Там, в третьей он живет, в четвертой там отдыхает его семья, там, в зимний сезон, там, в пятой еще что-то. И вот как бы, когда у тебя есть несколько стран, условно, твоих там мест силы, в которых там так или иначе там ты какие-то конкретные свои задачи решаешь и часто между ними перемещаешься, вот это космополитизм. То есть это расширение границ жизни, когда ты
не зацикливаешься и не мыслишь в рамках там одного города, одной страны, там, условно, как тот же Кир сказал, в рамках одного двора, условно, когда он говорил про свое детство, что кто-то тусуется все время в одном дворе, а кто-то там выходит и тусуется в разных дворах. Это уже, знаешь, такое детское, на него, первое проявление детского космополитизма. Да? Да. Ну и, в принципе, это, в принципе, так звучит, в принципе, миссия моей компании. Расширяем границы жизни. То есть мы, продавая недвижимость за рубежом, мы даем как бы своим клиентам понимание того, что нет смысла себя зажимать вот в эти такие условные рамки, что вот где родился, там и пригодился. Я живу там в этом городе, значит, мне нужно в нем покупать недвижимость. А 90% людей так и рассуждают. 90% людей, они просто вот, где я живу, там я и покупаю недвижимость. Еще несколько процентов, они рассуждают в рамках страны. То есть вот я живу как бы, там, не знаю, в Полтаве, покупаю в Полтаве. Ну, он там купил одну, вторую, третью недвижимость в Полтаве, и уже такой доходит, окей, ладно, у меня уже дофига всего в Полтаве, блин, а может что-то в Киеве купить, там, или в Одессе. Это как бы уже следующий шаг, там, или как нынче там в Буковеле. Это для меня вообще феномен просто. Я тоже, да, у меня тут попадаются прямо эти кейсы. Да, их очень много, я, честно говоря, в шоке, потому что это там даже не очень большая территория, ну, в плане, или как это происходит? Я там 2 раза был за всю жизнь. Давай закончим мысль с космополитизмом. Да. Я расскажу, да, про Буковель, что я об этом думаю, это отдельная история. То есть, получается, большинство это в рамках одного города, дальше это в рамках одной страны, когда человек там, ну окей, я там готов посмотреть на Одессу, готов посмотреть на Буковель, но как бы никуда дальше. Ну, а дальше, если уже человек уже прорвал этот шаблон у себя в голове, что как бы можно смотреть и за рубеж, тогда для него открывается весь мир. То есть, парадокс в том, что, ну, каждый рынок недвижимости, он переживает там хорошие и плохие времена. И я вот общаясь там часто там с клиентами, с инвесторами, я понимаю, что у многих такая зашоренность. Человек, например, там, не знаю, в 2008 году покупал недвижимость, продавал ее через год там на 70% дороже, там, заработал какие-то там первые хорошие деньги, и у него настолько там глубоко укоренилась эта мысль, что вот как бы надо инвестировать здесь, и он дальше продолжает, уже давным-давно не получает там таких результатов, но как бы продолжает инвестировать. И люди так говорят, блин, ну вот когда-то это давало там в 3 раза больше, сейчас там почти ничего не дает, но я типа продолжаю, делаю, вот каждые там 2 года я покупаю квартиру под сдачу в аренду, раньше она давала 15%, а теперь 5%. Блин, а зачем? Как бы, если это не дает результата, то зачем вы продолжаете делать те же самые действия, которые, ну, уже не работают? Поэтому идея как бы космополитизма в недвижимости в том и состоит, что мы отслеживаем тренды, какой сейчас рынок интересный с точки зрения сдачи в аренду, какой рынок сейчас интересный там, с точки зрения роста цен на недвижимость. Потому что 2 года назад росли одни рынки, сейчас эти рынки там могут пребывать там, в какой-то стагнации, растут другие рынки. Здесь нужно, ну, все время держать руку на пульсе и как бы все время перемещаться. То есть здесь купил, там продал, здесь дал в аренду. Ну, то есть это как бы постоянный процесс. Это, ну, в принципе, век живи, век учись. И также во всем. То есть в недвижимости то же самое. Нужно все время держать руку на пульсе и понимать, как бы, где какие происходят процессы, где там, ну, где что сейчас интересно. То же самое, там, не знаю, паспортные программы, связанные с недвижимостью, они тоже меняются. Там сейчас выгодно в одной стране получить паспорт, потом в ней поднялся чек, выгоднее стало в другой, там что-то меняется. Ну, то есть вот важно все время держать руку на пульсе, и, соответственно, важно в той, ну, решать ту задачу, которая у тебя есть, с лучшими специалистами в этой сфере. Это касается чего угодно. Хоть это там недвижимость, хоть изучение там языка, хоть врач тебе нужен, желательно тебе взять самого лучшего, чтобы как бы не сэкономить на здоровье. Да, не сэкономить. Вот и так же во всем. Ну, финансы — это там финансовое здоровье, условно. То есть тоже, если ты инвестируешь там, не знаю, $200 000, как бы берешь, ну, скажем, с кем попало это делаешь, то как бы ты рискуешь там потерять $200 000. Поэтому, ну, такая мысль. Держать все время руку на пульсе и как бы... И вы как агентство... Расширять границы. Вы как агентство за счет насмотренности и того, что постоянно в контексте находитесь, можете под кейс клиента предложить ему какие-то подходящие для него конструкции, да? Да, вы какую-то аналитику собираете постоянно, надо же, ну, быть внутри. Да, наша задача — это постоянно быть в контексте, то есть изучать информацию, собирать аналитику, смотреть на то, насколько
там тот или иной рынок сейчас интересен, актуален, там какие объекты, какие города и так далее. Ну и предсказание делать какое-то. Все равно же все строится на ожиданиях. Да. Правильно? Того, ну, что предсказание, прогноз, да. Прогноз — это, в принципе... Ну, прогноз, да. Будем откровенны. Скажем, насколько бы ты ни был экспертен, твои прогнозы, конечно, не могут сбываться там со 100% вероятностью, это ни в чем, да, то есть ты не спрогнозируешь ни цену на золото, там, ни цену на биткоины, там, ни на акции Apple, но так или иначе, если ты в контексте, если ты посвящаешь этому много времени, ты постоянно с этим работаешь, то, конечно, твое понимание рынка, оно намного выше, чем у обывателя, и, соответственно, для того, чтобы выигрывать, тебе не нужно угадывать 100% результата. Для того, чтобы выигрывать, тебе нужно угадывать там 60-70%, а не там 30-30, условно. Окей. Какая самая популярная комбинация сейчас у украинцев, там, у белорусов? Вы с белорусами работаете? Ну, я скажу, у нас довольно мало клиентов из Беларуси. Они есть, но их мало не потому, что мы с ними не хотим работать, а потому что они, в принципе, не так много покупают недвижимости за рубежом. Okay. То есть у них меньше денег, с одной стороны, или даже не так, не то, что меньше денег. Может, у них какие-то свои агентства, которым они больше доверяют? Или... Нет, ты знаешь, я вот ни в Турции, ни на Бали практически не знаю агентства. Не встречал белорусов, я имею в виду так много. Как... У нас есть покупатели из Беларуси, но как бы, их довольно мало, не знаю, может это 2%. Это мало. У нас, кстати, вот была семья из Беларуси, которая купили там 5 квартир в Варшаве. Была семья из Беларуси, которые купили очень дорогой объект там, с 7-значным бюджетом в Турции. То есть, в принципе, их у нас немного, но, кстати, обычно попадаются с довольно серьезным бюджетом. Обычно там деловые люди, я так понимаю. Там просто ситуация такая, что как бы 99% живет там, условно говоря, там на грани бедности, а зато последний процент очень хорошо себя чувствует. У меня такие ощущения, как бы, я общаюсь с другими белорусами в том числе. Окей, а с русскими работаете? Русские заплывают? Скажем так, до 2022 у нас русские составляли примерно там 15% от нашей клиентской базы. Но после того, как началась война, мы везде как бы транслируем в своих соцсетях и везде, что мы компания с украинским сердцем, что у нас 90% сотрудников — это украинцы, там остальные — это казахи и там другие национальности. Они к нам просто перестали приходить, скажем Они так. Просто не притягиваются в ваше инфополе. Да. Хорошо. Комбинация для украинцев самая популярная в контексте теории 5 флагов. Где живут, где покупают недвижимость, где хранят, возможно, деньги. Слушай, наверное, я не смогу тебе так вычленить какую-то вот прям одну четкую комбинацию, потому что где живут? По большому счету украинцев сейчас разбросало по всему миру, да, то есть довольно большая диаспора, как мы говорили, там в Польше и в Германии, поменьше она, но довольно существенная, это Испания, это Португалия, это Англия. Если брать тех, кто дальше уехал, это Штаты и Канада. Также довольно большие диаспоры сейчас это Дубай. Те, кого не смущают россияне, потому что россиян там намного больше. Наших тоже там прилично. Это Бали. Тоже на Бали значительное количество сейчас украинцев. И, в принципе, отталкиваясь от того, где он находится, опять же, в основном на эти рынки они смотрят в первую очередь. То есть, если человек уже переехал и уже планирует там с этой страной связать свою жизнь, то как бы, для жизни он там зачастую возьмет недвижимость, если обладает финансовым ресурсом. Мало кто рассуждает так, что типа вот я уехал жить на Бали, но деньги я вложу в Испанию или в Турцию. То есть, зачастую как бы все равно человек размышляет в контексте там своего географического положения. И он может, понятно, он может, конечно, приехать. Есть такие тоже, которые приедут в Германию, посмотрят на рынок, скажут: я лучше буду здесь там квартиру снимать в аренду, но инвестировать я буду там, к примеру, в Турцию или на Бали, или еще куда-то, где я могу больше заработать. Это, опять же, вот про такую легкую закостенелость мышления. То есть ты все равно как бы стараешься решать свои вопросы по месту, географически, да. Хотя кто сказал, что так, что это правильно, можно же... Да, в то же время, да, есть вот у нас клиенты, которые живут в одном месте, там, инвестируют в другом, там, дают в аренду в третьем, как бы по-разному. Но это уже, как бы, к этому надо просто прийти. Какие страны выбирают для вида на жительство? Точнее, не так. То есть вид на жительство, в принципе, ты получаешь в той стране, в которой живешь, это понятно. То есть ты приехал в Евросоюз,
Ну, например, кстати, для того, чтобы жить в Польше, тебе же не обязательно получить карту поляка, правильно? То есть ты можешь поехать, как многие делают, поехать в Испанию, получить там вид на жительство. На основании этого вида на жительство месяц, да. ты можешь находиться в любой стране Евросоюза. Да, да. Поэтому, там есть ограничения, юридически там есть ограничения, но фактически никто ничего не может проверить, и поэтому так много кто делает. Да. Да. Ну, поэтому, вот, опять же, эта ситуация все время меняется. Там, к примеру, в Португалии была там классная льготная система по налогообложению. Там с начала этого года ее там упростили там, или усложнили. Ты про налоговую резиденцию, про эту фишку, да, что да. можно не платить налоги с заграничных доходов там, в течение 10 лет. Ты про это? Да. Окей. Вот, собственно, как бы вопрос в том, какие у человека стоят задачи. Да. А какие у человека стоят задачи? Популярные топ-5, топ-3 задачи у человека. Окей, если мы говорим про недвижимость, то да, основных запросов их на самом деле всего, да, штук 5. То есть первый вопрос — это куда инвестировать деньги, чтобы приумножить и потом это продать дороже. То есть, в принципе, там, под эти задачи там, в разное время какие-то страны подходят больше или меньше, но из тех стран, с которыми мы работаем, это Турция. Просто там один период больше у нас инвестировали там, в Аланию, другой период больше инвестировали в Мерсин, там, то Анталия. Ну, как бы разные регионы там в разное время там всплывают больше. Ну, мы, в принципе, по всем этим регионам работаем. Кипр подходит под эту задачу, там, Бали сейчас растущий рынок и так далее. Там вторая задача — это не приумножить, а постоянно зарабатывать. Да, то есть, ну, как бы кто-то хочет там купить и потом продать дороже, а кто-то хочет иметь постоянный доход, то есть иметь как бы постоянную аренду. Под эти задачи тоже там, в зависимости от риск-профиля человека, в зависимости от его аппетитов. Там, к примеру, там высокую доходность дает Бали, дает Таиланд. Там, они дают там 12, там могут до 15%, если там хорошо подобран объект там, и так далее. Потому что сезон круглый год, и ты больше зарабатываешь. Но с другой стороны, есть люди, которые более консервативны. Они говорят: я не хочу Бали, я хочу вот Европу, мне нужна там Германия, там, я готов получать 4%, а не 12%, но типа это будет Германия, это будет там доход в еврозоне. Плюс есть люди, которые, они не готовы к... Одна аудитория, она хочет вложить там кэш, крипту, потому что у них нет официально подтвержденного дохода. И, соответственно, им подходят там те страны, в которых это можно сделать. То есть там Дубай, Турция, Бали. А другая аудитория, наоборот, они уже как бы... Они либо это уже все проходили, ну, у них доходы, к примеру, там полностью белые, у них все деньги на счетах, и они, наоборот, говорят: нафига мне мои белые деньги переводить там на Бали? Типа, условно, в серую зону? Да, то есть, ну, к примеру, там, в тех странах, в которых принимают крипту, там, кэш и так далее, в них зачастую они примут всю сумму на счет. То есть они там уходят от налогов, там, уменьшают там суммы. То есть реально сама страна как бы уходит от налогов? Или ты имеешь в виду банк? Не страна, конечно, продавец. Ну, типа у тебя продавец. Застройщики многие не захотят принять всю сумму на счет, потому что он как бы оптимизирует, он скажет: давай мне там половину на счет, а половину там криптой. Ну и, соответственно, есть категория покупателей, особенно это часто касается таких уже, ну, скажем, с большими финансами инвесторов, которые уже там вышли в плоскость белых денег, и они не хотят возвращаться там условно туда, где нельзя полностью всю сумму там показать белой и так далее. Ну, короче, тут на самом деле сколько людей, столько и запросов. Ну, если подрезюмировать, то первое — это, да, инвестиции, второе — это сдача в аренду, третье — это легализация себя, одним словом. Там, это или получение вида на жительство, или получение паспорта. То есть вид на жительство большее количество стран выдает, паспорт меньше. Паспорт — это там с десяток стран всего в мире, которые дают паспорта. Реально за покупку недвижки на этом острове, скорее всего, или в этой зачастую, стране. Да, на этом острове, ты правильно сказал. То есть паспорт ты можешь получить вот из европейских стран, это только Турция и Мальта. То есть, в принципе, Турция дает через инвестицию там $400 тысяч и больше, паспорт турецкий, Мальта, соответственно, там выше порог, там инвестиции, условно говоря, там свыше 1 000 000 евро, и причем значительная часть этих денег идет в безвозвратная помощь государству. То есть там у нас в январе была... в смысле, ну у тебя актив какой-то остается? Ты покупаешь там что-то или ты им даришь их? Ты даришь порядка 1 000 000 евро, ты просто даришь государству. Ого, сильно. У них есть программа... Ну, у тебя в любом случае должна быть недвижимость или куплена, или в аренде.
Я вот сейчас точные цифры не вспомню, но у нас была сделка, в которой там порядка 1 миллиона, получается, была безвозвратная помощь, еще там порядка 100 тысяч это была аренда недвижимости там на Мальте, ну, которую ты обязан арендовать там на какой-то период, там порядка 100 тысяч еще была аренда, там плюс еще там адвокаты туда, ну, короче, там 1,2 миллиона евро, условно говоря, затраты на то, чтобы получить паспорт. Мне кажется, есть способы подешевле это сделать. Нет, способы-то есть разные, но как бы вот в этом же и нюанс, что как бы очень много нюансов и сложностей, кому что надо, кому что больше подходит. То есть под разные задачи, ну, как бы есть же специализирующиеся на этом компании. Мы, в принципе, тоже последние несколько лет активно занимаемся паспортными программами, помогали нашим клиентам и с Карибским бассейном, и с Черногорией, когда еще она давала паспорта, а сейчас не дает, и Кипр уже не дает, а раньше давал, и так далее. Поэтому программ, которые дают паспорт, их не так уж и много. Ну и тут надо просто анализировать и смотреть, какая для чего больше подходит. Вот в Карибском бассейне, к примеру, есть 5 стран, которые выдают паспорта. Большинство зрителей канала, там, в принципе, большинство людей, я думаю, там половину этих стран никогда не слышали. Что это за страны, ты помнишь их? Я, наверное, все не вспомню. Я тебе что скажу. это? Набросай просто. Какие страны? Ну, Гренада, Антигуа и Барбуда, Сент-Китс и Невис, по-моему, Сент-Люсия и, у меня пока 2 и кто-то 4. пятый, Доминика, по-моему, еще. Ну, Окей. не Доминикана, а Доминика. Доминика, да. Да, вот 5 стран, которые дают паспорта. Ну, И чек какой на вход? 150? Чек от 150, 150, 200, 250. И опять же, у каждой страны есть как бы чек, есть 2 варианта. Ты можешь или дать как бы деньги в фонд государства, или дать или купить недвижимость. Ну, в принципе... Нет, так вроде выбор очевиден, купить недвижимость. В принципе, выгоднее купить недвижимость, потому что, ну, к примеру, на примере Гренады, которая самая, скажем, популярная программа, по нашим наблюдениям, у нас чаще Гренаду берут. Вот в Гренаде ты либо даешь государству 150, либо ты покупаешь недвижимость, там у тебя выходит суммарный чек там недвижимости там на 280, ну, из которых там 50 все-таки идет государство, остальное там идет на недвижимость. Но так у тебя остается недвижимость, ты типа потратил больше, но у тебя остается недвижимость, а так ты прям 150 отдал просто государству. Ну, поэтому чаще, конечно, берут с недвижимостью. И как быстро можно паспорт получить? Обычно, ну, в разных странах по-разному, но в среднем от полугода до года. То есть ты приехал, купил недвижимость, вы как компания помогли провести сделку, да, я так понимаю, подобрать там объект. Юридически как-то это все оформляется, на меня на физлицо, условно, да, там... Да, от полугода до года весь процесс длится загранпаспорт. До момента получения тобой паспорта. Окей, и потом я приезжаю, или там мне новая почта высылает паспорт. Правильно? Ну, не новой почтой. Это шутка была. Окей. Хотел разбавить нашу обыденность. Сори, я уже такой, знаешь, на умняках. Ты уже прям, я вижу, очень серьезно, глубоко погрузился. Да. Так или нет? То есть, ну, процесс без примерно почты, так. но... Ну, процедура может быть диаметрально противоположная. Я имею в виду, что в Турции, например, ты сначала покупаешь недвижимость, а потом пошла вся эта процедура, после оформления уже недвижимости, пошла вся эта процедура с паспортом, и там через какое-то время ты получаешь паспорт. А в Турции тоже паспорт или ВНЖ? Есть программа с ВНЖ, есть программа с паспортом. Окей. А в Гренаде там наоборот. Там ты сначала подаешь там все свои документы на паспорт, тебя проверяют там по базам, смотрят, что у тебя там нет в розыске Интерпола. Какой-то комплайенс, да, проходишь? Комплайенс, да. Тебе сообщают о том, что ты прошел там базовую первичную проверку, типа давай депозит. Ты не наркобарон, да, какой-то? Да, ты закидываешь там условно депозит, первый платеж, они проводят там еще одну проверку более глубокую, и после этого как бы пошла вся процедура изготовления паспорта там, и так далее, и уже когда тебе сообщают, что вот ваши документы готовы, платите основную сумму, и ты уже как бы оплачиваешь там основную сумму за недвижимость и все остальное, и после этого тебе уже выдается паспорт. То есть, грубо говоря, или сначала деньги, потом стулья, или наоборот сначала стулья, потом понял, деньги. В зависимости от программы. Ну, от процедуры страны. Такой вопросик, нахрена это все надо? Есть же конструкция, где можно, процесс натурализации, по-моему, пройти внутри страны. Зачем люди это делают? Ну смотри, конструкция с процессом натурализации, в зависимости от страны, она занимает там, 7, 8, 10 лет. Да, дольше. А если у человека есть необходимость быстрее, максимально быстро, по нашей практике зачем это делают? Первое, это... Зачем у него такая необходимость? Да. По нашей практике зачем это делают? Первое, это уменьшение налогообложения. То есть за счет налоговой резиденции там?
Да, то есть, к примеру, люди получают паспорт там Гренады для того, чтобы платить налоги по законодательству Гренады. То есть он оформляет там свою какую-нибудь компанию, бизнес на паспорт Гренады и, соответственно, платит там какой-то там почти нулевой налог. Если выводит дивиденды, условно, себе, да, с компании? Да, и таким образом он экономит очень существенные суммы. Это раз. Второй вариант. Вот эти страны Карибского бассейна — это страны британского содружества. Это бывшие английские колонии. Соответственно, у них, во-первых, у них без виз во все страны британского содружества. То есть ты летаешь там в Англию, там, в Канаду, в Австралию, Сингапур там, и так далее, без виз. Ну, для некоторых это важно, ценно, потому что они там перемещаются, им важно посещать эти страны. Наверное, по бизнесу, да, ездят часто, и для них. Да. Плюс еще вот такой момент. У нас был такой клиент, который сказал, что, ну, на вопрос, как бы, зачем он берет паспорт Гренады, он сказал: я на обучении ребенка, типа, отбиваю эту стоимость. То есть, условно говоря, ты в Англии можешь, как гражданин British Commonwealth, ты можешь обучать ребенка. Ну, он может, грубо говоря, учиться там в каком-нибудь Оксфорде и Кембридже, и ты платишь там, к примеру, 20% от стоимости образования, а счет идет как бы на сотни тысяч фунтов. Да, давай я расскажу классный кейс. Короче, я вернулся с Торонто, и у меня был интересный диалог с таксистом. Ну, это самые лучшие разговоры, да, я всегда, если в чужой стране какой-то, стараюсь сесть на первое, на вот это, рядом с водителем сиденья, да, и пообщаться. Это индус, который 40 лет живет в Торонто, ну, в Канаде, вот в Торонто. Такой, ну, прям постарше мужчинка, да, мудрый очень человек, сразу видно было, слышно. И он говорит такую вещь. Я там спрашивал, почему Канада, почему Торонто. Ну, он сказал, что, во-первых, в Канаде по сравнению с Америкой он чувствует себя в безопасности, то есть намного более безопасно, чем в Америке, и в плане шутинга, да, стрельбы, и в плане этого, ну, как бы дискриминации, вот национализма, да, этих всех вещей. Ну, интересно так было для меня. И по поводу обучения, да, ты к чему эта вся история, ты сказал за обучение. Да. Он говорит, что там в Канаде можно получить паспорт Канады за 5 лет. Да. На практике не проверял, но з теми, з ким я общався, і нашими українцями, хто після початку повномасштабного приїхав туди, и там со всеми остальными, там конструкция, что ты получаешь PR, это permanent resident, и потом как бы гражданство, вроде бы за 5-6 лет это можно сделать, но там критерий, что ты должен там находиться фактически. Да. Ты там не можешь заниматься фокусами, как в Европе, тут податься, по тебе поставили печать, ты живешь на самом деле в Испании, или там на Бали полетел, а у тебя еще один паспорт, ты по нему перелетел, ну то есть там как-то, видимо, с этим, ну, строже. И он говорит то же самое, что и ты по поводу обучения. Я здесь, ну, он говорит, я изначально здесь находился, потому что мне очень важно было получить здесь гражданство. Когда ты гражданин Канады, ты можешь обучаться, ты берешь в любом случае в 90% кредит на обучение для своего ребенка, там, либо для себя. И если ты гражданин, то тебе через 5 лет обучения и 1 год практики по своей профессии, тебе государство оплачивает 60% от суммы обучения, которую ты там платил. Соответственно, у тебя возвращают, кэшбэк тупо делает, да? Прикольно. Если у тебя обучение канадское очень ценится во всем мире, оно тоже, ну, типа как в Америке, там супер крутое, супер инновационное, и он говорит, что обычно обучение стоит там, ну, нормальный прайс $50 000 в год. Ну, представь, какая-то сумма за 5 лет. И... Ну вот, это похожая история. И я думаю, что вот эти страны, про которые я говорил, я точно не уточнял этого, но я предполагаю, что это касается не только Англии, а, наверное, вот и Канады, и других стран, там, British Commonwealth. То есть это британское содружество, и вот эти страны карибские, которые дают паспорта по экономическому гражданству, у них как бы льготные условия для British Commonwealth. То есть, скорее всего, туда входит не только Англия, там и Канада, Австралия, там и так далее. Какие-то, да, льготы. Страны. Классно, интересно. Даже американцы иногда отказываются от американского гражданства и берут эти островные паспорта. Да, а ты уже это... Ты даже спрашивать не надо, мы прям так и оставим это. Почему? Потому что классно иметь американское гражданство, но попробуй, во-первых, от него не так легко, я так, насколько знаю, откреститься, да, отказаться. Да. Во-вторых, ну, Америка следит за этим очень сильно. И если ты налоговый резидент Америки, то ты платишь налоги там как очень боженька. Много приколов. Как боженька в Америке все платишь. Очень много приколов. Среди моих даже знакомых есть 2 человека, которые в Америке отбывали срок за уклонение от налогов. Да. Один из них... же уголовная ответственность за неуплату налогов. Один из них украинец, один из них армянин. И, короче, ну, получается, там оба они там в какие-то там периоды жизни
получили американское гражданство, имели там какие-то бизнесы другие в других странах, и на влете в Америку их просто брали и говорили, что типа так, ты, короче, ну, сажали в тюрьму за то, что они там не платили налоги со своих бизнесов, имеющихся в других странах. И я знаю, что вот один полгода, грубо говоря, пробыл в тюрьме, а другой, по-моему, вообще 1,5. Вот такая прикольная история. Прикинь, да. Поэтому у меня один знакомый, у него 2 детей как бы уже родилось в Америке, и я как-то с него прикололся, говорю, слушай, говорю, а за что ты так не любишь своих детей? Чего, говорю, они еще ничего не сделали, а ты им уже как бы это американское гражданство подсунул. Да, повесил, потому что многие считают, что это прям огромный плюс, но вот для меня очень такая, знаешь, сомнительная история. То есть там есть как бы как плюсы, так и минусы. Ну, то есть, и я знаю реально американцев, которые отказались от американского гражданства и вышли в гражданство Сент-Китс и Невис, просто для того, чтобы, ну, не платить налоги. И это, кстати, ну, это такая история тоже глобальная. Вот есть, также я знаю, например, англичан, которые проживают больше, чем полгода на Мальте для того, чтобы не быть налоговым резидентом Англии, не платить как бы налоги Англии, а платить налоги там по законодательству Мальты. Да. То есть ну, тут это как раз очень в много теории нюансов. 5 флагов вот этих. Ты знаешь, что чувак, 3 который... флагов. 3, а сейчас же есть уже там 5. Может быть. Чувак, который это придумал, это американец, который придумал это еще, если я не ошибаюсь, в 1980 году. Потому что он, как американец, именно с этой проблемой столкнулся, куда бы он ни поехал. И он придумал тогда вот это понимание, что, оказывается, можно там 180 дней посидеть в другой стране, быть там, стать там налоговым резидентом. И потом он же добавил уже, когда мир поменялся, про банковскую систему, что типа у тебя компания в одной стране, ВНЖ в другой, гражданство третьей, и банк у тебя в 4-й стране. Потому что приведу классный пример с Польшей. Если у тебя польский банк, и ты там не заплатил какие-то налоги на свою польскую компанию, то деньги, взыскание происходит вообще моментально, да? То есть даже если это маленькая сумма, ты там 5000 злотых с тебя у жен Скарбовой зашел и такой снял, без регистрации и СМС. Если у тебя на твою польскую компанию открыт счет в Испании, это сложно сделать, но можно, да? Или там, ну, в необанке в каком-то, то все, тут уже вопросики. Они не могут зайти в Revolut и просто, ну, забрать деньги. Соответственно, такой вот полезный кейс для наших слушателей. Хорошо. Сейчас, чтобы добить теорию флагов, у меня, знаешь, последний вопрос. Что это за люди? Ну, какая это весовая категория? Кто это? Космополитом? Потому что пока это звучит, как будто это какие-то украинские чиновники, которые где-то заробили грошей. И... Чаще бизнесмены, чем чиновники. Бизнесмены? Кто это? Набросай, ну, без имен, понятно, набросай, не знаю, какие-то ниши, бизнесы, что это? Кто это? Ну, смотри, это часто айтишники, это могут быть там ниша Amazon, например, предприниматели, то есть там товарка. Ну, то есть, в принципе, люди, которые имеют бизнес, там, довольно, ну, там, белый какой-то легальный, с которого нужно платить налоги, если он зарегистрирован, условно, в своей стране. Я не говорю только про украинцев здесь, как бы. То есть, в принципе, мы по паспортным программам работаем как бы с разной аудиторией, это не только украинцы. Мы по паспортным программам работали там и с африканцами, и с индусами, ну, как бы у нас разные аудитории. Но основные мотивации, которые мы для себя увидели, это вот уход от налогов и вот обучение, там, запасной аэродром, иметь, скажем так, возможность там куда-то въехать, выехать по другому паспорту. Но эта мотивация особенно усилилась после начала войны, когда люди задумались, ага, если бы у меня был паспорт другой страны, то было бы вот ну, по-другому. По факту, смотри, это 150 тысяч, да, и, ну, там, окей, пусть 200 тысяч. Вот, что на 200 тысяч можно купить сейчас там в Киеве, давай вот возьмем кейс, и в Турции? Что это? Это там дом на 100 квадратов, это квартира. Ну, в Киеве сейчас на Печерске за 200 тысяч квартиру купишь или нет? Думаю, купишь ну, точно. Понятно, можно купить, точно, что вопрос хочешь. какую, да. Да, вопрос какой. А тут ты вроде бы покупаешь квартиру или что ты там на Гренаде покупаешь, ну, смотри, сарай. Если мы говорим про Турцию, то за 200 тысяч ты можешь купить, ну, в хорошем современном комплексе, там, классном, с всей необходимой инфраструктурой, бассейнами, там, саунами, хамамами, тренажерными залами, с ремонтом. Это будет квартира, там, ну, смотря в каком городе, в каком районе, где-то это будет там двухкомнатная, где-то трехкомнатная.
в хорошем современном комплексе. Ну, то есть, в принципе, далеко до моря. С бюджетом 200 ты можешь как бы, ну, много себе чего интересного позволить в Турции. До моря... Или это не есть критерий, который условно важно говоря, учитывать? смотря какой город, смотря какой район. То есть в каком-то городе ты можешь и на первой линии моря купить за эту сумму, в каком-то это будет там километр от моря. Но да, это, ты знаешь, такой критерий, он очень важен для отдыхающих всегда. Но когда человек переезжает жить в Турцию, ну, для многих это не критерий. Хотя, для всех по-разному. Я, например, живу на первой линии моря в Турции. То есть у тебя с окна видно море, для меня да? критерий, да. Да, я выхожу на балкон, у меня как бы полностью панорамный вид на море. Класс. И с другой стороны, как бы инвестируя там 200 тысяч в Гренаду, да, ты бонусом как бы получаешь такую классную штуку. В Гренаде, к примеру, вот программа, там ты инвестируешь, ну, тот объект, с которым мы больше всего работаем, который наши клиенты чаще выбирают, это вообще как бы отель, отельные номера. То есть ты инвестируешь в отельные номера, и, соответственно, там условие, что ты 5 лет должен как бы продержать деньги в этой инвестиции после получения гражданства. Через 5 лет ты можешь продать. Ну, причем ты можешь продать это под паспортную программу тоже. Кому-то другому, условно. Да. Типа флипнуть. Да? Потому что второй вопрос, который у меня был. Смотри, давай по первому вопросу. То есть это бизнесмены, это айтишники, кто еще? Есть еще какие-то сегменты? Есть криптоны, которые тоже хотят вот себе паспорт. Ну, в принципе, это, во-первых, это, в принципе, все аудитории, у которых есть деньги. А есть сотрудники? Вот есть реально как люди, которые работают по найму? И могут себе это позволить, условно. Купить паспорт? Ну да, вообще этим заниматься, этими фокусами. Есть, да, точно есть. То есть, ну, из тех, кого я вспомнил, это как бы крупные международные компании, то есть люди, которые, ну, которых, скажем, зарплата им позволяет там собрать сумму и купить себе, то есть это какие-то топ-менеджмент. У него, условно, зарплата там, сколько? 20 тысяч в месяц? Ну, или больше? 7, 8, 10 там и больше. Окей. Да. Ну, наверное, да, мне кажется, ближе точно к 10 там и выше. Вот так. Ну, вот начиная... начиная вот... есть расходы на операционную жизнь, все равно на семью. То есть начиная от десятки, уже ты там 1,5 года скопил, условно, деньги. Задумываешься над тем, куда ты еще можешь вложить эти деньги. Да. Хорошо. С людьми решили, с паспортами решили. Завершая тему с паспортами, насколько эта вся история ликвидная? Да? Ты говоришь, что можно флипнуть потом квартиру через 5 лет, да, продать. Это, ну, вообще это все... Туда туристы ездят? Это не является такой, типа, бульбашкой? Ну, смотри, туда ездят в первую очередь... Что туда ездит? В первую очередь туда ездят круизные лайнеры. Это самый распространенный, скажем, турист, это круизный турист, который там есть. Условно, в Майами они сели в круиз, америкосики какие-то, да? Да, и, типа, да. Там... То есть больше всего там американцев и канадцев, конечно, которые приезжают и, собственно, там вкладывают какие-то свои деньги в эту экономику. Ну и, в принципе, есть туристы, которые приезжают там из Европы. Ну, есть прямые рейсы, там, к примеру, там Барбадос, там Антигуа и так далее. Там через Амстердам, через Лондон летят, собственно, на Карибы. Поэтому... То есть там, ну, есть живые люди, там не конечно, так, что приезжаешь, да. Там, типа, по пляжу одни змеи и скорпионы лазят. Ну, змей скорпионов я там не видел. Ну, я условно, ну, это типа, ну, нормальная живая история, там есть люди, там есть как бы инфраструктура. Да, это такие, знаешь, очень маленькие островные государства, там с населением там по 60, по 120, там по 200 тысяч. Как у меня в Энергодаре, вот да? Все. Получается, Запорожская область. Выходит так, да. Выходит так, только там они почернее, ну, более да, загорелые. Будут загоревшие. Хорошо, я имею в виду не в Энергодаре. Да, там в Энергодаре там разные были. Смотри, давай по ценам пробежимся, по недвижимости. Мне, как потенциальному инвестору и вот нашим зрителям, это будет полезно, ценно. Давай попробуем сделать выжимку такую из того, что есть сейчас. От каких цен можно вообще рассматривать инвестиции в недвижимость в мировую, да? Убираем сейчас Украину и оставляем вот весь мир. И пройдемся по каким-то чекам. Я так понимаю, это там от 50-60, наверное, тысяч евро, какой-то Северный Кипр, судя по форуму, на котором мы были. И объясним чек и как бы и почему. То есть что это дает, да? Вам слово. Идем как бы от минимального чека, да? Да, от минимального и вверх. Потому что с максимальным там чуть сложнее, потому что там нету потолка. Нет максимума. Да, нет максимума. Окей, ну смотри, самая, наверное, недорогая недвижимость, которая в нашем портфеле есть, это вот город Мерсин, Турция. Это такой относительно новый рынок, он только сейчас начинает привлекать иностранных покупателей. Там цены на квартиры-студии стартуют там от 35-40 тысяч евро. То есть, условно, квартира там, либо квартира в Ирпене? Ну, условно, да. Если... Ну, с разницей, что в Турции это будет уже с ремонтом идет цена. Там встроенная кухня, оборудованный санузел, плюс на территории комплекса будет бассейн, там как бы где
стригут газон, там чистят бассейн, ну, как бы у тебя, ты понимаешь, за что ты платишь деньги, короче говоря. Даже эти там 40 тысяч, да? Ну, да, то есть немного, тебе, ты понимаешь, тебе остается как бы поставить там мягкую мебель и бытовую технику, остальное все у тебя уже есть. У тебя на территории есть как бы инфраструктура. Окей. Вот. Ну, Мерсин довольно-таки сейчас развивающийся рынок. Мы в прошлом году там продали порядка 200 квартир, потому что он как бы только, в принципе, зарождающийся, но за счет низкой цены, как бы привлекающей там внимание туристов. Ну, это, ты сейчас давай по Мерсину. Мерсин? Правильно. Некоторые говорят Мерсин, некоторые Мерсин, поэтому Мерсин. кому как больше нравится. Два вопроса здесь, чтобы важно остановиться для людей. Первое. Там есть землетрясение или нет? Смотри, ну, когда было землетрясение в Турции, Мерсин оно не коснулось. Это где-то было 300-350 километров от эпицентра. Ну, теоретически, как бы, Мерсин находится в зеленой зоне. То есть Мерсин, Алания, Анталия, есть, они да, находятся... Да. У нас даже вот на нашем канале Hyatt Estate, на нашем YouTube-канале, в феврале прошлого года, после землетрясения, мы издали как раз выпуск про землетрясение в Турции и с сейсмологической картой Турции. То есть где как бы опаснее, где безопаснее. У них есть разлом на территории страны, который проходит вот как раз через Хатай, где было основное землетрясение. Опасная зона проходит там даже через Стамбул, я же знаю, то есть там есть как бы риски и опасность. Но вот Средиземноморское побережье, оно как бы там полностью, ну не полностью, там частично в зеленой зоне, частично в желтой зоне, то есть как бы безопасно. Okay. И второй вопрос про кирпичи. Я видел ТикТок, в ТикТоке видел ТикТок, и там турок какой-то снимает и прям берет эти кирпичи, и они, ну, типа разваливаются у него в руках. Как это правда? Это дипфейк, может быть? Блин, я не видел этого видео. Я что-то про него слышал. Ты понял, да? Там какие-то были развалины, и он подходит и берет кирпичи. Да, ну он так типа его сжимает, и он прям реально потом рассыпается. Там мем вспомнился, что два строителя такие разговаривают. Один говорит, мы все время же строили из говна и палок, но говорит, есть у нас проблемка, палки закончились. Ну да. Ну нет, на самом деле не берусь ответить там за каждый мем в интернете, но те объекты, которые мы знаем, которые строятся там в Алании, в Анталии, там, конечно, другая технология строительства по сравнению с Украиной, потому что климатические условия другие. Там зимой ниже, чем 10 градусов, как бы температура не опускается, поэтому там пустотелый кирпич используется, там стены там внутренние в один кирпич, там, а не в два и так далее. Но слушай, технология другая, но качество, в принципе, норм. В Канаде вообще, ты же помнишь, из чего стены сделаны. То есть их пальцем можно проткнуть. Там свои нюансы. Окей, ты говоришь, технология одна. Пальцем проткнуть стены, ну ты силен. Смотри, я условно, фигурально выражаюсь, но мы жили в Торонто на 55-м этаже в квартире с супер видом прям на вот этот Таймс-сквер местный. Но без шумоизоляции, да? Ну да, но там нюанс такой, что там, я по стене стукаю, понял, а она пустая. То есть я ее реально с кулака, я могу там оставить, вмятину. Создалось такое впечатление. Я не пробовал, но создалось такое ощущение. Хорошо, то есть, короче, нормально все, да, там с кирпичом, то есть он там не рассыпется. Ну, смотри, я даже так скажу, к примеру, в Турции застройщик обязан соблюдать, сейчас я сформулирую эту фразу. В теории обязан соблюдать все какие-то нормативно-правовые акты и нормы по строительству, да? Смотри, в Турции есть обязаловка для застройщика, что они должны строить так, чтобы выдерживало землетрясение 7,5 баллов. Okay. Ну, там есть определенные критерии, как этого достигнуть там, и так далее. Но вот, к примеру, там Алания, Анталия 7,5 баллов. В тех регионах, которые менее сейсмоустойчивые, там они обязаны соблюдать там 9 баллов. Но вот когда это произошло в Хатае, то как бы они проверили, что там не все соблюдали. Там некоторых застройщиков уже тогда посадили из того региона и так далее. Там скандалы были. Но в целом, я на этом рынке 12 лет, как бы я примерно понимаю, что и как строится в Алании, там, в Анталии. Я не скажу, что там все идеально и как бы строят боженьки. Там есть как бы много нюансов, но в целом качество строительства в Турции довольно высокое, и турецкие застройщики, они очень котируются в мире. То есть если я читал такую статистику и, в принципе, наглядно это понимаю, что турки на 3-м месте в мире по количеству строительных компаний за рубежом. То есть турки реализовывают и строят большое количество проектов там в разных странах. Там в Европе ты везде наткнешься на турецких застройщиков, там, в Азии и так далее. В Германии много тоже строят, да. Я знаю. Окей, 50, где-то до 50 тысяч, и зачем люди это делают? То есть там какая-то, может быть, доходность интересная? Это мы про Мерсин говорим. Да, про Мерсин.
Зачем делают? Ну, есть категория, которая хочет просто иметь домик у моря, то есть такой, знаешь, или запасной аэродром, или для отдыха, или для личного проживания. То есть вот, в принципе, все категории сюда подходят. Да. Мы, кстати, раньше чуть не проговорили все категории, я тогда начал и не закончил, что вот первый — это те, кто спекулятивные, они купили для того, чтобы продать. Вторая — это те, кто сдает в аренду. Третья — это вот вид на жительство либо паспортная программа. Четвертое, я бы сказал, это вот отдых. То есть есть аудитория, которая берет просто как дачу, да, типа как домик для отдыха, либо для себя, либо там жену с ребенком отправить там в сезон, либо родителей, либо еще кого-то. И последнее это переезд. И последнее это переезд, но вот четвертым им как бы важно ментально, чтобы это была именно их квартира. Что по факту можно там за 500 евро в месяц снимать там. Да, вот есть аудитория, которая хочет свою дачу. Ну, есть такие люди, которые реально покупают недвижимость, они туда каждый год ездят там по несколько раз, вот им важно там, чтобы была своя. Поэтому, да, вот такие вот. И, в принципе, все эти аудитории, они под Мерсин подходят. То есть, ну, среди наших клиентов, которые там покупали, есть и инвесторы, и те, кто под аренду, и для себя, ну, как бы разные. Если еще идти в сегмент там недорогой недвижимости, ну, понятно, что там Болгария, Грузия, там тоже как бы можно купить там в бюджете там от там 40-50, ну, чуть больше, пожалуй. Болгария там подросла, там, грубо говоря, там от там 50-60, как бы и выше 1000 евро. Но, скажем так, в Турции сезон подольше, потому что она южнее находится. А Болгария, Грузия, они на побережье Черного моря, поэтому там сезон, соответственно, там 3 месяца в году, и, соответственно, ну, арендная доходность там ниже. Ну и, в принципе, доходность от перепродажи тоже как бы послабее. Северный Кипр, о котором ты уже упоминал. Все говорят, такое ощущение. Да, о котором ты уже упоминал. Вот он сейчас как бы на определенном хайпе, то есть растущий такой довольно рынок. Мы даже купили землю там для того, чтобы сейчас начинать строительный проект. Сейчас с архитекторами его прорабатываем, разрабатываем там концепцию. Начнем реализовывать уже в ближайшее время, как бы запустим продажи, думаю, там в мае-июне. Соответственно, туда едет аудитория, вот одна из больших аудиторий, куда едет, зачем? Они идут ради образования. То есть на Северном Кипре большое количество английских университетов, ну типа филиалы английских университетов, ты там можешь получить образование в Великобритании. В принципе, Северный Кипр, как и Южный, так и Северный, они, как это слово, ну, бывшая колония Великобритании. И, соответственно, там осталось и движение осталось, как в Англии, левостороннее, и недвижимость продается в фунтах стерлингов и так далее. То есть ряд моментов. Отголоски, да? Так, Северный Кипр — это же та часть, которая аннексирована была или нет? Да, это Турецкая республика Северного Кипра. Да, тогда сейчас смотри, ситуация следующая. Сейчас люди слушают это и скажут, так это ж, ну, типа какая-то непонятная территория, которая признана только одной Турцией, и всеми остальными не признана. Это же какая-то сплошная мойка денег. Сплошная мойка денег, что-то в этом есть. Все, я думал, ты сейчас можешь как-то эту ситуацию защитить, а ты как бы сказал правду. Не, смотри, оно ликвидное. Для кого что надо? Для кого-то что нужна сплошная мойка денег? Кому-то и надо, да? Ты же понимаешь? Поэтому, блин, ну, на эту тему можно на самом деле очень долго говорить. Я лучше так скажу. Ну, во-первых, глубокий там ответ есть у меня на YouTube-канале. У нас есть про Северный Кипр несколько выпусков, вот, где мы это подробно рассказываем. Но, а если так вот в 2 словах ответить, то чем интересен Северный Кипр? Тем, что, ну, с точки зрения там климата, с точки зрения там отдыха, цен на недвижимость, здесь везде ок, то есть можно поставить такую зеленую галочку, типа все хорошо. А вот с точки зрения минусов и нюансов, они для кого-то минусы, а для кого-то плюсы. То есть для европейцев это зачастую плюсы. То есть они могут здесь купить за крипту, они могут здесь купить за наличку, здесь нет обмена между европейскими странами и Северным Кипром информацией. И еще один такой важный, интересный момент, это то, что на Северном Кипре, хотя он и не признан европейскими странами, на нем находятся посольства ряда европейских стран, таких как Германия, Франция, Британия и так далее. То есть, казалось бы, непризнанная страна, где почему-то есть посольство. Ну, как бы, мне кажется, это говорит о том, что они очень условно не признаны. И для кого-то это плюс. Один из людей, он сидел рядом со мной в ряду на инвестфоруме. Вышел человек, выступал на тему Северного Кипра, и он, ну, это человек, который рядом со мной сидел, он так цикл, типа, блядь, что они рассказывают про этот Северный Кипр? Это ж, ну, шляпа, это ж как ЛНР, ДНР. Это очень часто наши люди так говорят. Да. На самом деле, Северный Кипр, вот именно украинцы его очень плохо воспринимают, потому что для нас это боль, знаешь, типа ЛНР, ДНР. В нашем культурном коде, как бы, да, и пересечение этого всего. Я когда писал, например, на
там на своей странице в Фейсбуке там пост о том, что вот Северный Кипр, вот я здесь там был, вот интересные объекты, там классно строят. Мне тоже там куча хейта поприлетала. Они тебе написали, что ты запроданность, да, еще какой-нибудь, типа? Ну, мне поприлетал, да, хейт из разряда: о, я думала, вы адекватные, а вы теперь еще, может, будете продавать недвижимость в ЛНР, там, и в Крыму, там, какой будет следующий шаг. Но на самом деле здесь очень сложно проводить параллели, там, как бы, ничего общего нету с ситуацией там в ЛНР, ДНР или Крыму. То есть это, в принципе, да, это он признан только Турцией фактически, ну, там, из нормальных стран, но, ну, я же говорю... Но схема работает и едет как-то, да? Да, для кого-то это плюс, для кого-то это минус, как бы, тут уже каждый выбирает для себя, мы никого не ангажируем. Дальше по чекам, то есть что еще пользуется спросом из наших наблюдений. Вот Алания, Анталия регион, где мы особенно там сильно представлены и много продаем, в Алании сейчас чек стартует где-то там от 70-80 тысяч евро за квартиру, в Анталии там, пожалуй, это там от 100 и выше. Опять же, в разных районах там разные цены, ну, нюансы. Бали очень популярный нынче там среди наших и среди европейцев и австралийцев. Здесь чек стартует на объекты от нормальных застройщиков от там 80-100 тысяч долларов. То есть плюс-минус сопоставимый чек. Это квартирка, условно, там 40-50 квадратов? Да, это апартаменты, там 30-40 квадратов. Даже так, 30-40. 50 да, это да. я перегнул, да. Ну, может быть, что-то будет и 50, но оно уже будет, наверное, 100. Давай прямо сейчас обрисуем кейс на Бали, просто сказочная Бали и кейс на Бали. Это квартира за 80, апартаменты за 80-100к в каком-то комплексе, я так полагаю, и это сколькиэтажный дом, плюс-минус? Это на Бали, в принципе, строят 3-4-этажные здания, там нет высоток. Да. Там по острову есть правило, что нужно строить не выше 15 метров здания. Поэтому, ну, максимум там строят 5 этажей, и то там вкапываются, чтобы он был там чуть-чуть не на уровне земли. Ну, 80-100 тысяч звучит, типа, интересно, как для Бали. Да, ну, там апартаменты какие-то. Это будет там не Чангу, который там супер популярный среди наших, это будет, например, там в каком-нибудь районе Убуда, там не в самом там классном и центральном. Ну да, я понимаю, это ну, то есть мы говорим про минимальную цену, да. Да. Но в целом, да, ну, типа средний чек для апартаментов там это 120-150, но как бы если мы хотим найти минимальный чек, то, ну, вот буквально там за последний месяц у нас было несколько сделок в бюджете там 80, то есть это вот минимальный чек. Окей, принято. Идем дальше, там Таиланд, плюс-минус похожий бюджет, но, наверное, чуть-чуть дороже, то есть кажется, там нет 80, там где-то от 100, может быть, будет на Пхукете, ну, от 80, может быть, в Паттайе. Ну, я, честно, Паттайю бы не смотрел, это как бы такое, знаешь... Гнездо разврата. Для кого-то это, конечно, может быть и плюс. Сейчас подожди, раз такие все... Ну, Паттайя это там, где вот эти улицы все сексуальные, да? Да. Понял. Такой азиатский Амстердам, но от Амстердама там мало что Но, есть. насколько я понял, что там ситуация пожестче, ну, в плане... Я просто не был, да, мне самому интересно, как это, что там происходит, что много кто говорит. Это та улица, там, где сидят чуваки в баре, и такие, типа, со странными выражениями лица, а им, оказывается, в этот момент минет делают за шторкой. Может быть. И они типа пиво пьют. Я читал про такие бары. Из моих знакомых мне про них никто не рассказывал, но где-то, короче, где-то сквозила информация. Да, там, что, скорее типа, всего, ирландцы есть сидят такие какие-то. бары, да, именно. Сильно, понял. Да, то есть да, это да. как бы специфические регионы. Такие вот развлечения в Таиланде. Ну, а что делать? Надо как-то... Хорошо, давай дальше по чекам. Окей. Если мы говорим про Европу, то в Европе как бы чек выше. То есть, ну, в Испании, если мы говорим там про первичный рынок недвижимости, то есть там нормальная такая современная недвижка квартиры, то это там 170-180 обычно это вот чек для квартир в новых комплексах. На вторичке там и это где? В каких... это может быть меньше. Ну, это, скажем, про Барселону можно забыть. Аликанте, там, пригороды Валенсии и так далее. То есть, ну, в хороших районах там Валенсии и Барселоны, конечно, чек выше. То есть там будет, ну, там 300, там плюс. Что еще взять? Ну вот, в принципе, я перечислил там... ну тот же Северный Кипр, да, который мы упомянули. То есть здесь чек идет где-то от 50 тысяч фунтов за студию, это где-то 60 там, с лишним тысяч долларов. Вот, к примеру, мы сейчас начинаем проект, там будет чек от 55 тысяч фунтов, это там 70 тысяч долларов. Но это там рядом с морем, там 280 метров до моря, большой проект, там на 300 квартир, там с хорошей инфраструктурой и так далее. Мы понимаем, что к концу строительства там цена будет там минимум процентов на 50-70 выше. По крайней мере, мы это
понимаем из среза тех комплексов, которые в этой локации там строятся, в которые мы сами инвестировали, в которые наши клиенты инвестировали. Ну, то есть рынок сейчас такой активно развивающийся, и вот регион, там, Гюзельюрт, в котором мы строим, он сейчас начинает повторять динамику там Искеле, который намного раньше застроился, и в котором цены уже там в 2-2,5 раза выше. Вот, собственно, мы видим, что здесь тоже идет такая восходящая динамика. Окей, давайте я сейчас еще в завершении набросаю страны, а ты так плюс-минус по памяти чеки набросаешь минимальные. Дубай? Дубай, тут свой прикол, как бы. Вот 22 год все говорили, Дубай, там недвижимость от 300-400 тысяч. Сейчас, когда в Дубае пошел такой, знаешь, ну не то чтобы спад, ну такая коррекция, рынок подостыл, сейчас вдруг появилась куча объектов по 150-200. Но что это за объект? Это не то, чтобы там то, что стоило 300, вдруг стало стоить 150. Они просто все активно пошли в сегмент дешевой недвижимости, который находится у черта на куличках. То есть там где-то на окраинах Дубая какая-то недвижимость для пакистанцев, там для индусов, ну короче для работяг, которые даже ее не покупают, которую кто-то покупает для того, чтобы сдавать ее там под хостелы, там этим всем индусам. Ну, то есть, условно говоря, от 150, но это не то, где ты захочешь жить. Ну да, а так, если брать нормальный кейс, от то 300. Это от 300. И это что у нас будет? Ну, это квартира, там, 50 квадратов, там, условно, однокомнатная. Окей, понял. Германия. Давай возьмем такую. Германия тут, смотри, тут надо разделить. Если это там большие такие города типа Франкфурта, Мюнхена и так далее, то это там 400 плюс тысяч евро. Если это маленькие городки там с 10 тысяч населения и старая недвижимость, то это может быть там 70-80 тысяч евро. То есть, ну, очень широкий диапазон и зависит от того, там вторичная это или первичная недвижимость. Но тут есть как бы свой прикол. Люди, которые покупают под сдачу в аренду, они могут брать вот эти квартиры за 80 тысяч, и они, в принципе, приносят там какие-то сносные там 6-7% годовых. Но если ты возьмешь квартиру там за 400 тысяч во Франкфурте, то она тебе принесет там максимум 3%. Ты 60 лет будешь, да? На аренде она тебе принесет мало, но зато у нее большая капитализация. То есть она сейчас стоит там 350, а через 5 лет она будет стоить 450. А вот эти квартирки за 70, которые там в периферийных городках, они через 5 лет будут стоить, ну, скорее всего, те же 70. Ну, типа плюс-минус. Плюс-минус. Окей. И последнее, чтобы так пристреляться, Стамбул меня интересует. Вообще там стоит покупать квартиру? Мне говорили, что там супер перегрето тоже. Ну, я не думаю, что он перегрет, потому что это самый большой город Европы, если брать... Там же 20 миллионов, да, по-моему, живет? Под 20, да, подходит. Ну, по разным, опять же, там статистикам, но Стамбул, он на 2/3 находится, получается, в Европе, на 1/3 в Азии, ну, там, через мост, через Босфор. Если считать весь Стамбул, то он как бы самый большой город в Европе. Если брать только европейскую часть, без вот этой трети азиатской, то он там, по-моему... по-моему, на втором месте. Ну большой, короче, да, типа, он огромный. Трафик сумасшедший, да, да. Говорили. И что? Какой там чек? Стоит ли там вообще рассматривать это? На самом Или деле, вы не сильно, да, по на Стамбулу? самом деле в Стамбуле есть... Не, мы работаем по Стамбулу, у нас есть клиенты, которые его берут. Но он огромный, как бы, и вот в самых центральных районах там есть комплексы, в которых там начинаются квартиры там, от 800 тысяч долларов, там, от миллиона там, и так далее. Но там в каких-то районах, условно говоря, с бюджетом там, в 100 тысяч ты тоже можешь купить недвижимость в Стамбуле. Просто это будет там район, из которого ехать до центра там 2 часа, там полтора. Ну, в общем, он большой, и там как бы, ну, разнообразие огромное по ценам на недвижимость. Ну, как по большому счету и там, и в этих европейских мегаполисах. То есть, условно, там во Франкфурте или в Мюнхене тоже, удалившись там на час, там полтора от центра, как бы цена тоже будет в несколько раз ниже. Значительно падать. Да. И в Лондоне, например, если ты там покупаешь недвижимость там на Canary Wharf, там, то там будет цена квадрата там 20 тысяч фунтов за квадрат. А если ты возьмешь там где-то там в третьей зоне Лондона, то это уже там, на порядок ниже. Там же по зонам, типа центральная часть первая зона, там шире, там вторая, там дальше пошло. Безопасность. В Украине, в принципе, высокорисковая инвестиция в котлованы, да? Да. Но вроде бы как бы после нашего сегодняшнего разговора звучит все в плане мира, да? Звучит все позитивнее. Так ли это на самом деле? Смотри, я бы не рассчитывал на то, что везде все супер классно. У вас были недострои, у вас были кейсы какие-то? Ну, я имею в виду, вы кого-то продавали, вот какие-то ситуации?
Смотри, нас, можно сказать, постучу по дереву, в объектах, которые мы продавали, у нас были пару раз случаи, где очень сильно задержали сроки строительства и сдали там на 1,5-2 года позже. Были случаи, там, где клиенты там, через суд забрали деньги, потому что были сильно длинные задержки. Но не было случаев, там, что прям вообще не достроили дом. Потому что, к примеру, в Турции там, если застройщик не достраивает, то организуется тендер государством и, соответственно, другой застройщик достраивает этот комплекс. Но здесь, видишь, здесь в разных странах разные правила. Например, в Германии это там более безопасная история. Там, к примеру, деньги застройщик получает траншами, он получает там... Деньги аккумулируются на счету клиентские, он получает, к примеру, там первые 20%, строит, реализовывает, тратит эти 20%, там определенное количество денег уже, скажем так, освоил, получает следующий транш, там, потратил эти, выполнил там часть работ, получает следующий транш. В Дубае там escrow счета, то есть, условно, деньги заводятся не застройщику в руки, а на escrow счет. И, соответственно, он строит там своими деньгами, потом с escrow счета забирает себе. Дубай вообще, да, такие прям... Да, но тоже есть нюанс. Тоже есть нюанс. Там нюанс в чем? В том, что есть кейсы, когда застройщик escrow счет открывает позже, чем начинает собирать деньги. То есть по факту он как бы должен сначала, конечно, открыть escrow счет, потом собирать деньги, и на этот счет они должны заходить. Но я знаю кейсы, когда застройщик там по супер ценам объявил лонч, там распродал весь дом там за, там, не знаю, несколько дней, особенно это было в 2022 году, когда был вообще бешеный ажиотаж, распродал за несколько дней весь дом, а escrow счет открыл через 3 месяца. Хорошо, что он как бы не ушел никуда с этими деньгами в закат, но в принципе это несовершенство системы тоже. Окей. Соответственно, в целом достраивается или нет? В целом достраивается, то есть... Или может в такой модели инвестиций по всему миру не очень-то и большая разница между котлованом и достроенным объектом? Не, смотри... Потому что, смотри, в Польше не очень большая разница. Вот я в Польше 10 лет живу, она не супер отличается. А насколько отличается? Не знаю точно. 15 в среднем? Меньше даже, я думаю. Даже меньше? Я думаю, даже меньше. Ты вообще можешь не купить тут в Польше. Почему? Потому что все практически работает на кредитных деньгах. Люди берут квартиру в ипотеку на 30 лет за счет кредитной истории, где они работают на работе, и вся экономика очень сильно на этом завязана. Здесь, в Польше. Поэтому разница не такая большая. Ну и проблем с недостроями здесь, в Кракове, по-моему, за там последние года 3 там пару объектов недостроенных, и их тоже там сразу подхватывают, перехватывают и так далее. Ну, в Европе, да. То есть, если взять там Болгарию, взять Испанию, то разница на этапе там, начала строительства и окончания строительства, она действительно составляет там 10-15%. Но основной нюанс в чем? Что в конце строительства у тебя нет выбора квартир. То есть нет уже там каких-то планировок, которые ты хочешь, нет этажей, которые ты хочешь. И получается, что в Европе берут раньше не потому, что хотят там много заработать на том, что там комплекс сдастся. Он сдастся. Но просто когда он сдастся, у тебя уже не будет вариантов, из чего выбрать. Поэтому берут как бы на фундаменте. Ну, в Европе, в большинстве стран Европы это безопаснее, да. Опять же, тут, типа Бали, там, тут надо вглубь уходить как бы в каждую отдельную страну, смотреть, вот как в какой стране это реализовано. Где-то escrow счета, где-то там тендер, где-то еще что-то. Например, Бали — это такой более дикий рынок, скажем прямо. То есть там есть недострои, нужно смотреть, как бы в какой проект ты заходишь, какой девелопер его реализовывает. Типа ближе к украинским реалиям. Ну, условно, можем сказать и так. То есть, надо хорошо смотреть, как бы, куда заходить. Ну, вот с окупасами, да, и я, насколько знаю, это проблема в 2 странах, я чаще всего слышал. Это Германия и Испания, но в Испании это реальные окупасы, в смысле они там прям... А в Германии какой-то закон, что ты там снял квартиру, и если ты за нее не платишь, и при этом не можешь, и при этом у тебя как-то нет денег, то ты можешь продолжать жить в этой квартире и не платить за нее. Если в Испании окупасы оккупируют, типа квартиру, то в Германии вот как бы другой кейс. Очень их сложно выселить, это я знаю, да. Но это правда? Я тебе, может, не сильно экспертно это прокомментирую, но по Германии, да, я знаю эту ситуацию. И, в принципе, во многих европейских странах вот есть такие сложности, что тебе очень тяжело выгнать потом людей. Да. Они, к примеру, заехали,
потом у них Родился типа ребенок, нет денег, или да, денег у нет. них типа нет денег, они тебе будут просто рассказывать, что как бы вот мы ничего не зарабатываем, там мы нигде не работаем, нас уволили, там еще что-то. Особенно если они могут подтвердить, что вот европейцы, они супер толерантны, они как бы... И европейская демократия их законодательство защищает, стоит да? на стороне вот этих вот неплательщиков. Есть Окей. такая история, да. То есть это Поэтому уж как раз и в Германии, и во многих других странах они стараются взять наперед платеж на год и, соответственно, ну, видеть платежеспособность и там через год продлевать. И вот В Польше есть такая штука, называется умова оказиональна. Это договор, который ты заключаешь через нотариуса с владельцем другой, третьей недвижимости, где в случае того, что у тебя нет денег платить за эту недвижимость, ты обязуешься переехать жить туда. О, прикольно. Вот. То есть они таким образом страхуются от того, Владелец что этот недвижимости таким образом это страхуется. его страховка. Да, Ага. да. Я, допустим, сейчас нахожусь на таком уровне, что мне некомфортно покупать что-то за 150, да, но вполне себе я уже такого поколения, да, где микроинвестинг очень развит. Вот Виталик рассказывал кейс, что его крестник, он крестный, да, и ему он говорит, что ему 15 лет, и он говорит, купи мне акции NVIDIA. Мне не надо там какая-то компьютерная игра, купи мне акции NVIDIA. Прикольно. Насколько ты считаешь, это сейчас актуальный тренд микроинвестиций в недвижимость? Все пытаются это с криптой как-то завязать, типа купить там наши токены и токенизируемую недвижимость, тем самым купишь, да, какую-то. Ваше мнение? Ну, про акции NVIDIA, кстати, я ровно вчера слышал информацию, что они за прошлый год выросли на 220%. Такой показатель. Вот поэтому крестник шарит. Либо он тоже имеет эту информацию, либо он еще раньше понял, что они будут сильно расти. Да. Но суть такая. А ты купил в итоге, Виталь, акцию? Ты купил S&P-шку для него, окей. S&P 500, типа, да? Индекс? Нет, ну там ETF. ETF, где есть NVIDIA в том числе. Окей. ETF на AI. Я тоже хочу себе такой ETF. Да, твое мнение, микроинвестирование и долевое инвестирование в недвижимость. Слушай, ну это сейчас тренд. Я скажу так, его сейчас многие пытаются реализовать. Я пока что не видел решения вот такого, знаешь, идеального, выточенного, правильного, где вот классно все, там, не знаю, Юридически ты имеешь в виду? Устаканили там правильно юридически, там, токены и так далее, но видел много решений таких, ну, скажем... Костыльных, да. Есть же украинская компания, я ее скидывал в общий чат с оранжевым таким логотипом, который вроде бы как это все супер реализовали. Оранжевый такой брендинг у них в Испании, прям можно чуть ли не там долю в квартире купить. Не видел? В Испании ты имеешь в виду... Как же? Метровента, возможно. По-моему, они, да. Ну, смотри... Или это все, типа... Потому что, ну, выглядят они и звучат уверенно. Ну. Мы ровно вчера обсуждали... Это ехидная улыбка. Ну, смотри, я, во-первых, знаю ребят как бы из этой компании, и мы ровно вчера обсуждали эту историю с там Димой Карпиловским, у которого был с ними выпуск. Типа, ну, собственно, да. Да, ну, ребята как бы адекватные, с нормальной репутацией, то есть они взяли там, они купили 2 виллы, они их токенизировали, скажем, ну, грубо говоря, там, купили виллу за 800 тысяч, сделали доли там по 800 евро, и вот 1000 долей они как бы продают эти... Ну, я это и называю костыльным решением. То есть это решение, ты можешь купить, грубо говоря, вот долю там за 800 евро в этой вилле, но это не какое-то такое, знаешь, красивое айтишное программное решение, где ты там зашел в приложуху, у тебя там все там красиво показывается, оно там завязано в какой-то токен. То есть оно как бы как-то сделано, но как бы не идеально. Ну, опять же, тут можно сказать, что сделано не идеально, это лучше, чем идеально делаемое. Да. Поэтому я сейчас тоже склоняюсь к варианту, потому что к нам очень часто приходят в последнее время запросы на долевые инвестиции. Мы анализировали как бы рынок, там смотрели разных, скажем, к нам приходили, ну, много офферов приходило и с точки зрения разработать для нас это решение, но как бы никто из тех, кто предложил эти офферы, не показал нам, что они уже это хоть раз сделали, что оно уже как-то реализовано. То есть, да, я знаю много как бы вариантов решений, но я не знаю еще ни одного как бы идеально и правильно реализованного. Поэтому мы тоже пришли к выводу, что, ну, наверное, если у рынка есть запрос и пока нет идеального решения, значит, наверное, нужно запустить не идеальное. Как, ну, там, не идеальное, как у Метровенты, как у Инжура, как у там еще некоторых компаний, которые это там в разных форматах уже сделали. Поэтому тренд такой на микроинвестинг, он есть.
Мы, в принципе, сейчас вот, ну, можно сказать, на финальной стадии разработки, это пусть и не идеального, но решение. То есть, и что там будет покупаться? На что? На твой загранпаспорт оформляется сделка условно? Или как да, это? ну, в принципе, сейчас это все так и делают. То есть, грубо говоря, у тебя договор, по которому ты покупаешь долю там, в определенном объекте недвижимости. Это один вариант. Второй вариант, можно это сделать через юрлицо. К примеру, это делает там штат Вайоминг. То есть, грубо говоря, у них там упрощенное немного законодательство, ты можешь вот токенизировать там какой-то объект недвижимости через юрлицо. Кстати, в Турции тоже есть там определенная схема, по которой можно это делать через юрлицо. Ну, в общем, я же говорю, сейчас как бы, может быть, на момент выхода в эфир выпуска уже будет у нас это решение будет, готово. мы закинем ссылочку. Если не будет, то как бы могут ребята оставить там заявки, мы со своей стороны свяжемся и предложим решение. То есть мы планируем вот сделать 2 таких фонда. Один фонд с готовой, уже имеющейся у нас недвижимостью. То есть у нас есть там объекты, которые мы сдаем в аренду. Условно говоря, мы берем там несколько объектов там, на 500 000 или на 1 000 000, человек заходит, к примеру, он вот от этого пула там, на 500 000, он за 5000 покупает 1%. Соответственно, вот у нас там до 100 человек, которые в этом пуле участвуют, эта недвижимость там, стоимостью 500 000 она сдается в аренду, она приносит доходность, и покупатели, они получают этот процент. В зависимости от его доли. Да, в зависимости от своей доли. Сколько слотов он выкупил. Да, и вот стратегия этого пула такая, что недвижимость сдается в аренду, и как бы он постоянно получает доход от аренды. И можно разные пулы делать, да? Можно пул инвестиционный. Да, идея в том, что вот один пул мы хотим сделать сдача в аренду, а второй пул мы хотим сделать наша недвижимость, которую мы строим на Северном Кипре. Здесь он заходит в проект на стадии фундамента. Он будет по самой изначальной минимальной нулевой цене. Через 2 года проект сдастся, он будет стоить уже минимум в 1,5 раза дороже. И, соответственно, он здесь зашел. Через 1,5 года мы распродадим как бы недвижимость этого пула. Все зафиксируют прибыль и получат как бы доходность. Вот идея такая. Окей, Дело в том, что мы то же самое уже как бы мы то же самое делали с крупными инвесторами, когда он заходит, по факту, к примеру, да, просто чеки больше. Да, он заходит, берет там долю в проекте или там энное количество квартир, купил на фундаменте, продал в конце. Ну вот, собственно, с учетом большого количества запросов на этот микроинвестинг пришла идея, что если мы можем впустить одного человека, который купил на 1 000 000 и там получил определенное количество квартир, то мы точно так же можем на этот 1 000 000 собрать 100 человек там, с бюджетом там, по 10 000, точно так же реализовать это количество квартир, продать его и обеспечить доходность для вот всех этих И вы, как управляющая компания, отвечаете за процесс, да, грубо говоря? Да, и причем мы же и строим этот объект, поэтому здесь как бы совсем, скажем, понятная позиция у инвестора. То есть он не то, чтобы он там дал одной компании, а эта компания инвестировала там в какую-то другую компанию, а здесь у него все в одни руки. Да. Все в одни руки. У вас как бы одни руки. Мы и строим, и организовываем продажи, и организовываем как бы сбор, все делаем сами. Мне нравится, звучит интересно. Ну, я бы сам... Да, как раз я бы сам в такую штуку входил бы, то есть я вот пример такой целевой аудитории. Вот я вчера рассказывал тоже эту идею, она у меня как раз за последние дни уже так максимально выкристаллизовывается, скажем, и тоже получил отзыв и от человека, с которым снимали программу, и от оператора. Оператор сказал, запишите мой номер, типа, мне тоже сообщите, когда у вас будет реализовано. Надо дожимать, надо прям дожимать. Да, видишь, вот я получаю от вселенной как бы обратную связь, что это надо, поэтому ребят, напишите в описании под видео комментарий, как вам эта идея. Сейчас неважно, ты это будешь продавать, да, ну, мы же как бы все взрослые люди, кому надо, пойдут к вам, кому не нравится, найдут того, кто им больше нравится. Да. Но напишите, как вам такая идея. Вот что вы ощущаете? Вы были бы готовы участвовать в таком каком-то пуле, в слоте, я так понимаю, с чеком там 800 000, могут быть разные конструкции, типа 5000, но это вот микроистория, то есть условно человек, работающий на Uber в Варшаве или в Торонто, может все-таки там заработать, отложить каких-то денег и войти в такую сделку. Напишите ваше мнение, нам очень интересно. И вообще мне сегодня было интересно, много всего. Постарались сделать такую вводную экскурсию в мир инвестиций в недвижимость, да, посмотреть на эту всю ситуацию. Helicopter View для меня сегодня был. Спасибо большое. Супер. Спасибо за подкаст. Ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Все ссылки на ваши ресурсы оставляем здесь внизу под видео в описании. Хороших вам инвестиций в недвижимость. Папа. Супер, спасибо. Спасибо.
Друзья, спасибо за просмотр этого видео. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Внизу под видео вы найдете все контакты нашего героя и на его продукт, если вам нужна услуга, и в целом на него, там, в том числе на его институт. Пишите вопросы в комментариях, что вам еще интересно узнать. И хорошего вам бизнеса в Польше. Если вам нужна помощь в регистрации компании, открытии ИП и бухгалтерии, тоже пишите нам, все ссылки в описании. Попадки!